Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю для вас гадание на картах Таро онлайн, общий расклад Таро на отношения. И мы посмотрим, что есть у вас сейчас в отношениях и что будет дальше. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин, в котором вы сможете попытаться разобраться в собственной ситуации в отношениях и посмотреть на нее с разных сторон. Покопаемся в мыслях, чувствах, планах, действиях. Может быть, и откроем для себя какие-то советы, подсказки, инсайты. И узнаем, что будет дальше. И что покажет Таро прогноз прямо сейчас. По традиции начнем с вашей ситуации, что происходит. Двойка воздуха. Нужно принимать решение или смириться с чем-то. То есть или что-то принять прямо, или с чем-то согласиться, или наоборот не согласиться. Как бы вы уже засиделись в какой-то ситуации на месте, да, и все зависит от вашего понимания. Чего-то вы недопонимаете, как минимум, в этой ситуации. Именно, может, не понимаете своего мужчину, свою женщину. Вот в таком друг друга вы как минимум не до конца понимаете, но и не понимаете, что с этим делать. Дальше такая ситуация, где есть тройка земли. А тройка земли, вроде бы вы как надеетесь на продолжение что-либо, да, вот как-то в тройке земли у нас всегда есть желание продолжать, и вы чувствуете какой-то даже потенциал в этом. Может быть, пытаетесь задавать ритм, пытаетесь быть лидером, обращать на себя внимание. Посмотри, у меня же получается что-то лучше делать, или я как-то меняюсь, да. Или же даже вы уже не знаете, что и предложить вашему партнеру, да. Вроде бы вы как тут уже на максимум, да, выкладываетесь, и может быть вам, вы идете на какие-то изощрения, да, изгаляния, да, как бы так изгалиться, чтобы дать, может быть, шанс себе, партнеру, да, вот. Как бы требует усилий, приложения усилий, или то, что вы здесь не понимаете, да, здесь же вы получаете опыт в этой карте, да. Вы же никогда не играли на контрабасе, виолончели, да, вам надо, да, поиграть. То есть вы пробуете что-то новое добавить в эти отношения. Не всегда получается, правда. Далее четверка огня говорит о том, что вроде бы вы как достигли уже, давайте так скажем, некого результата, да, вот некий результат достигнут, и вы достаточно доступны для вашего партнера, да. Партнер вроде бы как уже все получил, а вы до сих пор не понимаете, что он от вас хочет, да, вот такое вот почему-то идет ощущение. Далее шестерка воздуха. Тем не менее, ситуация требует продолжения от вас, развития этой ситуации, но здесь женщина хотела бы ощущать некую поддержку и хотела бы, чтобы мужчина где-то брал на себя больше ответственности, а женщина где-то уже даже не готова дальше больше рисковать, больше вкладываться, больше быть доступной, да, вот она как бы, как минимум женщина вложилась, как бы, да, вот пошла на первый шаг, пошла на какой-то компромисс, с чем-то согласилась, что-то приняла, даже по ее мнению сделала нечто большее, а второй партнер или мужчина, скорее всего, не отвечает взаимностью или не берет на себя ответственности, давайте так скажем, как бы вкладывать нечто большее, да, или прилагать еще большие усилия, нежели уже прикладывает. Вот так вот. Давайте еще посмотрим. Давайте еще посмотрим, что происходит. Здесь по этой карте
женщина отдаляется от мужчины вообще. Но она как бы уходит назад, да, она как бы вот уже был некий такой с ее стороны, и теперь она уже не хочет дальше двигаться, да, вот. Может быть, чувствует, что мужчина отдаляется, да, и она тогда отдаляется, да, или может просто чувствует, что мужчина не хочет как бы больше вкладывать в эти отношения. Ой, паж земли, все равно есть постоянно такое двоякое желание. С одной стороны, это все закончить, да, коса ведь все-таки присутствует. И получив свое, пойти назад, да, чтобы не потерять больше. С другой стороны, где-то постоянно мечтается или думается о том, что вдруг у меня все получится, да, в этих отношениях. Как минимум есть некая надежда или некая наивность о том, что все-таки, вдруг получится, да. Ведь приложено-то уже усилий так много, да. Давайте, что дух по этому поводу еще говорит. Что говорит дух по этому поводу? Дух говорит, продолжай. Ты что-то рано сдаешься. Даже вот давайте вот сегодня будем вот эту карту, как мы шестую, да, постоянно как дух, как высшие силы. Кому нравится, как вам больше нравится, дух или высшие силы? Высшие силы говорят, ты можешь большего, да, как бы достичь тройка, то есть, реально ты не использовала все возможности в этих отношениях. То есть, есть нечто большее, или есть нечто более эффективное даже, или более перспективное, нежели ты уже успел попробовать, или ты успела попробовать, да? Но пока что вот такое идет, да? Давайте смотреть. Давайте посмотрим с вами сейчас. Я хочу задать вопрос теперь, исходя из этой ситуации. Почему? По какой причине? Вот двойка воздуха — это медлить и не принимать решения, такая нерешимость. Или почему она не может принять решение? Причина. Здесь причина в мужчине. Женщина здесь и не должна особо принимать решения. Здесь как бы, видите, ответственность должна была бы быть на мужчине. То есть, действительно, здесь такая ситуация, что женщина здесь предприняла пока что, но здесь и сейчас, хотя может еще больше, предприняла все, чтобы хотя бы это было взаимно, и мужчина пошел на какое-то компромиссное решение, давайте так скажем, или на компромиссное движение. А почему это не происходит, почему он не принимает решения? Потому что, во-первых, ему нужна власть, он не до конца все-таки понимает это, водолей, и он достаточно такой умный и расчетливый, этот мужчина. И он не хочет ошибаться и не хочет быть обыгранным. То есть он не хочет как бы проиграть, или чтобы женщина здесь была, давайте так скажем, лидером. То есть ему лидерство женщины здесь не нужно. Вот не нужно, чтобы она его в плен. Он хочет какой-то такой, знаете, свободы, что ли, да? Свеча прям коптит. Давайте мы сделаем так. Я поставлю другую свечу, потому что она уже догорает. А мы ее погасим и поставим вот эту свечу. Чтобы она тут нам не накоптила. Не хочу. Я думаю, вам под эту свечу тоже пойдет все красиво и хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим насчет приложения этих усилий. Оправданы ли приложение этих усилий? Как минимум изначально. Правильно ли вы поступили, что дали какой-то шанс, карт-бланш, да, себе, ему и так далее, да? Или шанс.
Вот шестерка воздуха, видите, вот она шестерка воздуха, и вот она шестерка воздуха. Правильно вы все сделали. То есть в той ситуации, где, допустим, один из партнеров, или скорее всего мужчина на что-то не решался, а женщина, приложив усилия и дав шансы себе и ему, не ошиблась. То есть, ну да, это ответственность, да, вот вы показали, что вы можете быть сильнее. Вот здесь вы показали, женщина показала свою такую силу, да, вот. Ну окей, то есть ваши усилия были оправданы. А заметил ли эти усилия ваш партнер? Да, скорее всего заметил. И как бы как он оценил то, что вы это сделали, или то, что вы встали в эту позу? Ну, достойно. Пока что это достойно, но симметрично, все по стихиям здесь идет. Тут воздух, как бы это было гармонично. И он понял эти усилия, да, то есть он понимал, что вы хотели сделать этим, да, то есть намек понят, да. Хорошо, четверка огня. Чего же вы в конечном итоге достигли? Чего вы уже достигли вот этими приложением вот этих усилий? Это мы как бы прошлое сканируем, да? Сканируем прошлое, исходя из ситуации. Ну, смотрите, как минимум вы достигли позитивных изменений. Двойка Земли — это всегда неплохие изменения. И вы стали ближе. Но мужчина там, допустим, не пошел на более откровенное что-то. Хотя вы уже прям там... У меня вот по этим двум картам прям вы разоткровенничались, да? А здесь мужчина как бы не стал дальше, но и не понял, что ему делать дальше. Вот здесь, несмотря на то, что король, да, инфантильность присутствует, к сожалению. Может быть, он немножечко не ожидал такого хода. Но чего вы достигли? Вы достигли контроля над ситуацией на какой-то промежуток времени. Допустим, не на сильно долгий, но вы не потеряли контроль над ситуацией. Но он особо сильно, может быть, не отдалился. Он как минимум остался в зоне досягаемости, может быть, не такой разговорчивый, да, то есть, может, он там молчит, удивленный и осмысливает, как теперь с этим быть. По сути, женщина здесь проявляет больше инициативы и стремится, ну, изменить к лучшему все-таки, а мужчина до конца не понимает, как ему с этим быть теперь, да, вот так. Хорошо, давайте посмотрим, что его действительно отдаляет от вас, а вас от него. Потому что шестерка воздуха, здесь женщина пошла назад, ну, как бы на попятную. Ну, а мужчина тоже здесь отдаляется, да, это же все-таки как бы шестерка воздуха. Есть передвижение, перемещение. Ну, здесь такое. Здесь вспышка, во-первых, может быть гнева, агрессия. Это характер. Вот, можете вы не сильно так вот, я вам скажу, совпадать или подходить друг к другу характерами. Это раз. Разные цели у вас все равно. То есть вы не понимаете, чего хочет. Ну, какая цель у женщины, как мужчина не понимает, какая цель у женщины, а женщина все равно не понимает цели мужчины. И здесь может быть любовник, любовница, то есть статусы любовника, любовницы вас могут не устраивать. Ну и дистанция отношения на дистанции вас разделяет на самом деле. То есть это всегда дистанция, какие-то непонятные цели, неконкретные, может быть, нечеткие, невнятные. Ну и статусы, где в любовниках быть не хочется, да, особенно женщине, да. Ну, мужчины там по-разному на это реагируют, да? А вот женщина здесь не хочет быть любовницей, она хочет быть единственной, там, неповторимой и так далее. Ну, как бы желание поощрительное, почему бы и нет. Хорошо, какой шанс у вас еще есть, на что у вас остались шансы в прошлом, да? Какой вы шанс сохранили? Ну, то вообще императрица тут выпадает. Вы еще до сих пор сохраняете шанс его покорить, да? И, ну, чтобы он был у ваших ног. Мужчины, будьте осторожны. Если вы вот прямо не склонны к коленопреклонному или коленопреклонничеству, да,
А вот да, действительно, здесь мужчина как бы вроде бы как и свободен, и не хочет быть в плену, а все равно, видите, шанс на то, что он будет пленен, все еще есть. Хотя вас обоих не устраивает дистанция, и не устраивает, может быть, где-то... Ну, мужчину как минимум здесь гиперконтроль, гиперопека может не сильно устраивать все-таки. Да, вот здесь он как бы не был инфантилен мужчина, и как бы он там не ценил, не уважал эту женщину. Он удивлен этой гиперопекой. Ему бы как бы, может быть, побольше все-таки свободы. Но вот что-то в женщине здесь... Это мощный архетип матери, да, то есть он как бы вот... в поклонении что-то, что ли. Мужчины, смотрите, я здесь вообще могу подозревать женщину-ведьму. Ну, это пока только подозреваю, потому что больше никаких карт не ссылается. Императрица — это больше такой ресурсный фактор. Мужчине как минимум комфортно, удобно, выгодно и здорово быть с этой женщиной, да. Здорово, да, от слова здоровье. Ну хорошо, а что духи говорят о прошлом? Какая перспектива прошлого была? Как видит эту перспективу дух? Ну, смотрите, здесь, понимаете как? Ну, во-первых, это очень похоже на судьбоносные отношения. Судьба, тройка и семерка. Но женщины здесь дофига было, извините, да, то есть женщин дофига было. А вы уже напишите, это вас дофига было? Или много просто было женщин разных, да, в этой ситуации? Вы его, по сути, задушили, задавили. Может быть контролем, может быть сексуальной энергией, да. Здесь все-таки энергия секса больше. Поэтому я, ну, пока что смею предположить, что это все-таки больше сексуальная энергия, да, и он не выдерживает вот ее. Вот она, это вот всадник жезлов, это вот просто мужчина не может столько отдавать энергии, да. Есть разные мужчины, есть там динозавры, да, а есть, ну, давайте их назовем, одной женщине попадается динозавр, там сперматозавр, да, а другой женщине попадается какой-нибудь, или кролик, да, то есть такой производитель, а другой там, ну я не знаю, с чем сравнить, там, ну с лемуром каким-нибудь, да, такой. Вот вы напишите, у вас там динозавры или кролик, да, как производитель, а другой лемур, да, такой тормоз, такой медленный, или панда, да, вот. Такой тоже вроде бы, ну, медлительный символ, медленный, заторможенный. Улитка. Вот, это первое. Ну и второе, энергии. То есть здесь у женщины как бы побольше энергии. И женщина здесь, ну, как минимум, ну, по идее, или намного энергичнее, как ведьма, да, или помоложе, да, мужчина постарше все-таки. Хотя постарше мужчины иногда такие инфантилы бывают, что он вроде и старше выглядит, а инфантилен, да. Тоже бывает такое, да, и женщина помоложе иногда там пользуется этим инфантилом как хочет, да. Дальше давайте смотреть, то есть духи говорят, ну это уже слишком вы газанули, передавили. Ну и гиперконтроль тут тоже мог сыграть свою, ну, давайте скажем, не лучшую роль или роль, которая... Ну, помешало, да, этим отношениям. Давайте сейчас смотреть. Вот сейчас ситуация. Пройдемся по... Вот все-таки, что он думает? Вот Водолей, грех не посмотреть, что он думает и что он решает. Да, вот что он думает решить. Вот так вопрос зададим. Что он думает решить прямо сейчас? Все-таки... Даже давайте нет. Что он осознал? Вот, первое. Что он осознал по поводу вас? Потому что здесь принять, ну это как бы осознание, да, и согласиться, а это понимать. Все-таки я хочу спросить сейчас у карт, что он осознал по поводу вас? Что он осознал по поводу вас? Именно его осознание. Да он осознал, что это все несерьезно, ему плевать, в принципе. Но здесь и сейчас он вообще, ему все равно. То есть... Может быть, он и осознал, что и вам все равно, как бы, может, он это почувствовал, что вам все равно, но вам-то тут не все равно. Вроде бы как вот здесь, да, вы же как-то там
проявляетесь во всех аспектах. Ну, давайте так скажем, он осознал, что это все несерьезно пока что. Шут. Но с другой стороны, он осознает, что можно перезагрузить это все. Для него, для вашего партнера, он имеет шанс на перезагрузку. Ну, внутри себя, да, дух, да, вот 0 это все с нуля, с чистого листа. А с другой стороны, это несерьезно. Понимаете? Поэтому что он осознает? Да какое-то безразличие и легкость. То есть он по сути этим вопросом не заморачивается. То есть если вы думаете, что он сильно там отягощает свой разум, да, он не понимает, но это его не гнетет. Да, он там не берет на себя ответственность, но это его не гнетет. Ну, он такой балбес, условно говоря, человек, которого не цепляет это. Понимаете? То есть оно не цепляет. А если оно не цепляет, то управлять его вниманием вы не можете. То есть, соответственно, и контроля нету. Вот. То есть где-то некое такое безразличие делает его неприступным. Да, или дурака включает, вот как на этой карте, да. Ах ты ж мой маленький малыш. Кыц, 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 кыц. А он такой, он раз дурня включил и не понимает, да, ничего. Ну, вот так вот пока что, да. Хорошо, второй сейчас, да, вот что происходит, мысли, чувства, туда идем, да. Осознал, понятно, что, ну, так-то и так, а вот эдак, да и эдак, вот как-то вот так. Хорошо. Как на него подействовала ваша вот эта вот инициатива, да, ваши усилия, вот как он изменился в результате этих инициатив? О, нифига себе, 6 мечей, он стал более серьезным. Он, может быть, даже стал более решительным, но где-то, да, фиг с ним, ну не буду я обращать внимание на то, что было раньше, буду действовать по-своему и, вдруг, ну рискну, но это вот все равно 6 мечей между вами, тут, но он такое отдаление, тут. У вас как будто бы сближение на отдалении, но как минимум, может быть, он решится на что-то, да? Ну давайте на что он решится, спросим у карт. На что он может решиться в ближайшее время? На что он сможет, давайте вот так, сможет решиться или решится, да? 5 мечей. Ну тут два варианта. Либо он вам какую-то подлянку подкинет по 5 мечей, либо примет свое поражение, может признать, что не прав. Признать, что не прав. И давайте теперь вот и посмотрим в следующей карте, потому что все-таки это ответственность, и это ответственность, а это цель. Вот какая ответственная цель в нем есть? Принять поражение, согласиться, что он ошибался, если вы действительно были правы, или вообще подкинуть вам еще какой-то подляк, ну, по дурню, да, это вообще может быть что угодно, да, то есть неожиданность какая-то. Не, придет мириться, почему? Мир, то есть он будет искать выход и начинать все с нуля. Смотрите, это шут и 21. Иногда мир говорит о разрыве полностью с реальностью. Ну, он же у вас живой человек, да, он же не умрет, да, и не будет вам из загробного мира делать какие-то знаки. Если вы гадаете на покойника вдруг, ну часто люди смотрят, то здесь дух прощает вас. Вот в этой комбинации он вас пытается простить. И если вы вдруг чувствуете вину за человека, который ушел из жизни, а вы чувствуете вину там или по вашей вине, или ну с вашей подачи, да, ну разное в жизни бывает, то вот здесь он вас прощает. Если вам сейчас легче и у вас такая ситуация, пишите, да, я согласна, я прощен, прощена и так далее. Но тут уже смотрите по вашей ситуации. Так, если смотрим на живого человека, то человек примет свою неправоту и осознает, что он ошибался все-таки. Да, и что, может быть, поступил нечестно, подло, предательски. То есть будет, ну, так немножко, как бы, не сколько подгрызаться совестью, просто скажет: давай все с чистого листа. Да, я был неправ. Может быть, даже и скажет: ах, совесть меня загрызла. Хотя тут вряд ли, вот по дураку вряд ли его совесть будет грызть. Ну, почему? Потому что он идет на поклон, видите, к вам. То я вам скажу, что он еще к вам может приехать. И если у вас пауза в отношениях или отношения на дистанции, ставьте на паузу, пишем мантру, да, свою. Намереваюсь или желаю, или хочу, чтобы вернулся, там попросил прощения, или
кто-то может со своей гордыней встал на колени, да, и он обязательно у вас явится. Давайте посмотрим, станет ли на колени или нет. Согнули ли вы его волю, да? Ну, я вам так скажу. Короля мечей очень тяжело поставить на колени. Очень тяжело. Тут дважды король мечей. Но я вам так скажу, как минимум прощения он может попросить, этот человек. И Водолей — это воздух. На колени он не встанет, скорее всего, но прощения попросит. Почему? Потому что просить прощения, оно всегда по воздуху. А встать на колени, оно по какому-то земному знаку. Ну, телец бы, я бы сказал, встанет на колени, да, условно говоря, да. Но прощения попросит, и здесь будет какой-то компромисс. Вы будете как-то, ну, что ли, мирно, здраво решать. То есть, смотрите, он через одного короля, да, идет через шута к другому королю. Более, ну, от холодного короля к теплому. То есть, ваши отношения могут потеплеть, смотрите. Огонь, огонь и воздух. То есть в огоне, если мы поддуваем, да, воздух, кислород воздуха разжигает огонь. То есть ваши отношения станут теплее, и он вам простит, условно говоря. И вы ему простите, да, больше. Ну, тут больше как бы вы ему, чем он вам. Но он как бы будет осознавать, как бы уже откроется некое взаимопонимание, диалог, спокойствие здесь идет. Водолей — это часто напряжение, но вот это напряженная карта. Вот можете, где вы чувствуете больше спокойствия, в правой карте или в левой? Мне здесь вот идет покой, вот здесь умиротворенность. Здесь оно холодное, здесь оно на деструкцию направлено, на выход из-под контроля. То есть он как бы будет опять под вашим контролем, этот человек. Понимаете, в чем дело? Хорошо, давайте посмотрим, как дух видит ситуацию у нас здесь и сейчас, как дав вам шанс и перспективу, но предупредив о том, что гиперконтроль вам не нужен. Может быть, у вас будет другой уровень контроля над ним. Четверка мечей, вы успокоитесь, как минимум. Ну вот, смотрите, дух говорит, ты наконец-то успокоишься. То есть у тебя сердце успокоится путем понимания, взаимопонимания. Прекрасная карта, четверка мечей. Ну, вообще, это карта часто о покойнике, как таковом, или покое, но не мертвеце, да, или успокаивающемся человеке. Успокаивающем, умиротворенном разуме. Это вот именно разум умиротворенный. Так вот, я вам скажу, что у вас возможно примирение и даже сближение на дистанции некой. То есть какой-то новый диалог у вас будет открываться, новое понимание, новое видение ситуации, новое видение проблемы, которую можно спокойно решить, не давя на партнера. Вот эта вот карта здесь, она о решаемой проблеме, возможно решаемой проблеме. То есть это шанс решить проблему здесь. Да, я вам так скажу, даже пауза на пользу и пойдет в этой ситуации, где одному из партнеров, скорее всего мужчине, время в этой паузе пойдет как на пользу для принятия покаяния, но не для того, чтобы встать на колени, а для того, чтобы пойти на компромисс. А у женщины здесь будет ошибка попытаться ставить его на колени. Услышьте этот расклад, он где-то поможет вам выйти из петли некой. Хотя петель тут тоже опять-таки нету. Здесь главными арканами является шут, мир. О чем это будет уже говорить? Да, смотрите. Смотрите, всего два старших аркана. Императрица. Значит, смотрите. Тон задает женщина. Тон. Женщина здесь такая медленная, она без рывков. Спокойное, видите, здесь успокоение некое, да, разумное успокоение. И именно от женщины, от поведения женщины здесь зависит мир и связь с мужчиной. Вот, мир и связь, это же путы, да, как телефонные кабели, вот это вот, возможность общаться между мирами. А здесь перезагрузка, то есть его матрица перезагружается, то есть он перезагружает свою судьбу, ваш партнер. Давайте посмотрим, что он, ваш партнер, думает о вас сегодня. Да, вот давайте почитаем его мысли, чувства, действия и планы. Давайте смотреть. Вот, ну, тут мы так вот
пытались разобраться, да? Думает, чувствует и хочет реализовывать, да? Что думает? Но он за вами скучает сейчас. Скучает, и он действительно жалеет о том, что как-то он себя поступил или вел, а может быть где-то не чувствовал вас. Да, вот здесь с шеи женщины идет вот это вот, с плеч женщины стекает вот эта энергия и смешивается с энергией чувств и уходит вниз. То есть он испытывает чувство где-то тоски и вины по поводу того, что было ранее между вами. То есть он сожалеет об этом. Что чувствует? Что чувствует к вам? Но чувствует, что вы его можете не простить. Чувствуете, что вы его можете не простить. Дальше. Ну, он даже может где-то побаивается, не простить, что вы его не простите. Его планы продолжать, видите, отношения, звезда. В планах продолжать отношения. А что он хотел бы сделать, вот, в первую очередь? Но он бы хотел бы, знаете, как, чтобы вы его простили, и он простил вас. Он хочет прощения, это душа. То есть он, знаете, извините, сейчас скажу, он вам так нагадил в душу и в сердце. Вот напишите, кому нагадил в душу и сердце, так и напишите. Мне вот он навалил в душу и сердце. Да, и он хочет такого, знаете, как это разум, вот он водолей, видите, он хочет вот эту из головы своей, как оно, ну, высвободить, да, очистить вот эту из головы душевную боль, да, то есть он ее чувствует на уровне разума, и он и из себя он хочет освободить то, что он причинил вам, да, вот это вот. Боль, обиду, страдания. Он хочет прощения. Это, кстати, тоже материнская карта. И он хочет, чтобы вы его простили как, ну, как мать. Возможно, да, здесь это есть. Давайте так скажем. А можете ли вы быть счастливы в этих отношениях вообще? Ну вот давайте смотреть. Есть ли счастье между, вот, допустим, императрицей и королем мечей? 8 кубков. Ой-ой-ой-ой-ой. Если не уйдет, и вы простите друг друга, то может быть. Все-таки, видите, вот это выливание чувства. Знаете, вы можете быть счастливы. Знаете, у меня такое сейчас вот пришел инсайт, видите? Здесь все зависит от женщины. Прям, ну, а тут и женская колода-то, в принципе. Ну, видите, мужских образов нет. Если же вы можете быть счастливы, мужчины, смотрите, если женщина сможет простить здесь. А здесь мужское прощение, оно не играет роли, условно говоря. Простить, отпустить вот эту вот прошлую негативную энергетику, да, вот как звоном чаш мы чистимся с вами, да, или там ритмами бубна, ну, звукотерапией. Ну и только отпустив, обнулив, да, только с чистого листа, как будто бы вот произошла как бы клиническая смерть этих отношений, и она переродилась наново, да, вот только так. Я вам так скажу. Будет ли счастье только после полного ухода от прошлого? Хоть бери и давайте так скажем, есть такой обряд отсечения, да, только после закрытия ворот в прошлое. То есть, чтобы вы там не вспоминали ничего. Все-таки, видите, она как будто бы из прошлого уходит в какое-то светлое будущее вот здесь, да. Свет тут есть. Это очень трудно будет сделать, потому что, знаете, это же выход из зоны комфорта. Иногда нам в зоне комфорта так привычно наслаждаться болью, страданиями, обидами, там, переживаниями, негативом подпитываться. А здесь только... Но это, знаете, это зависит от осознанности человека, да, особенно от осознанности женщины. Ну, к счастью, женщины чаще приходят к состоянию осознания, нежели мужчины. Они быстрее до этого доходят в более раннем возрасте. Мужчине надо дольше идти туда. Вот. То есть, ну, здесь давайте так скажем, есть счастье только при обоюдоосознанном попытке начать все с чистого листа. Ну, вот так. 4 мечей. И давайте так скажем, чем сердце успокоится, давайте так скажем, про счастье посмотрели, чем сердце успокоится.
Ой-ой-ой, пятерка мечей. А вот она, пятерка мечей. Кстати, раз. А где же еще одна пятерка мечей? А вот она, два. Сердце успокоится, смотрите. Закрытием гештальта по отношению к предательству. И вот это вычленение, смотрите, 8 и 5 это 13, да, то, что я сказал. Вам надо похоронить все плохое. То есть хоть берите обряд, делаете по закрытию дверей в прошлое, да, по отсечению прошлого. Пятерка мечей есть отсечение. Чем сердце успокоится? Ну, принять, что это было, согласиться с этим и больше туда не возвращаться. То есть плотно закрыть дверь в прошлый негатив и больше о нем не вспоминать. Иначе эти воспоминания сожрут вам, ну, не только душу, но еще и ваше здоровье, и разум, и ваше будущее, да, испортят. Хорошо, давайте последнюю карту. Будем ли мы вместе? А будем ли мы вместе? О, смотрите, вылетело, да. Будете вы вместе, но с учетом каждой из этих нижних карт, которые вы увидели внизу. И да, дух, на уровне духа, дух вам просто говорит: прими поражение, но как бы согласись с ним. Согласись, что это было, но очень крепко вычисть свою реальность и просто не впускай сквозняк прошлого и мысли о прошлом в свое настоящее. И тогда твоя реальность станет чистой, любимой, светлой, обоюдо теплой і обоюдо любимой. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Ну і виходячи з цього розкладу, ми бачимо, що продовження цих стосунків поки що має шанс, але залежить від того, наскільки свідомо ви в парі підійдете до питання прощення гріхів один одному. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.